Его надо заполнить. В основе этого выпуска легли реальные переживания нашего друга, который отправился в Китай. Человек, который критически относится к слоганам о сверхдержаве, который прекрасно понимает механизмы пропаганды, вдруг взял и начал то ли гордиться, то ли скучать там, в Китае, по всему нашему, российскому. Он почувствовал на себе все стадии отношения эмигрантов к родине. На первом этапе я ходил, осматривал достопримечательности и приговаривал: «Эка, у них тут все ладно устроено, не то что у нас». И вспоминал далекую родину, нет, не с неприязнью, конечно, но с холодом. И хмуро злорадствовал оставшимся. На втором этапе я уже начинал подмечать недостатки общественного быта, в котором оказался, и с удивлением понимал, что в чем-то моя пасмурная родина даже лучше, хотя бы тем, что привычней. Дальше наступала третья стадия, самая драматичная. Тут и там мне начинали мерещиться березки, и я понимал, что не совсем здоров, потому что скучаю. Вот по всему потому, что совсем недавно мечтал оставить в прошлом безоговорочно и безоглядно. Колдобины, обхарка на остановке, выжженные кнопки в лифте. Скучаю, и все тут. Местному хилому народцу я мысленно противопоставлял некого былинного русского Ваню, с которым еще недавно не хотел иметь ничего общего. Но и это не самая последняя стадия. Когда во время поездки к Желтому морю один китаец спросил меня: «А у вас что, в России моря нет?» Я со стервенением бросился перечислять ему все морские выходы России, которые только выскреб из уроков географии. И под конец, не придумав ничего лучше, выпалил: «А теперь еще и Крым наш». Здравствуй, дружок. И тут я понял, что со мной происходит нечто совсем ужасное. Как заставить одних людей пойти с вилами на других? Какие процессы запускаются в мозге, когда мы видим своих и чужих? Как выглядит портрет самых патриотичных личностей? И почему то, что мы называем патриотизмом, на самом деле внутригрупповой фаворитизм? Если вы ищете во что бы залипнуть, то встречайте своего старого друга Raid Shadow Legends. 16 фракций просто не дадут вам скучать. Демоны, эльфы, оборотни, нежить или, самые приятные нам, орки. Из этих мордоворотов нужно собрать грамотную тиму. Поверьте, выбор будет достойный. Повезло, если вам удалось заполучить легендарного саппорта типа Тилы или вот этого дамагера. Но не все сразу. Мы, кстати, подгоним вам одного чемпа чуть позже. Когда вы соберете свою команду, можно идти стенка на стенку, прокачивая свой скилл. Делать это можно не только на мобилках, но и на ПК, а игра до сих пор бесплатна. Испытайте себя в турнирах, сражаясь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. А с новым патчем 1.15 на арене станет еще больше поводов для сражений. Так чего вы ждете? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай рейд только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, а также обещанного чемпиона Секача в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Жил-был польский психолог Генри Тайфель. Он изучал природу таких вещей, как социальные предрассудки и стереотипы. И вот в 70-х годах он проводит очередной эксперимент. Он поделил студентов на две группы. Группы формировал абсолютно рандомно. Но студентам сказал другое. Каждый из участников думал, что отобран в свою группу на основе определенного, архиважного критерия. Например, по способности оценивать количество точек на картинке или на основании предпочтений в области абстрактного искусства. Даже если участники одной группы были знакомы с представителями другой группы, а своих одногруппников до этого в глаза не видели, субъекты эксперимента в ходе взаимодействия демонстрировали одну и ту же модель поведения. Действовали в пользу участников своей группы и ущемляли тех, кто оказался в другой фракции. При том, что ни одно из действий не приносило им прямой личной выгоды. А знаете, что это значит?
Совсем не обязательно иметь непримиримые противоречия или конфликтовать за ограниченные ресурсы. Достаточно, чтобы кто-то провел произвольную черту. Вот это твой, а это чужой. И ты не заметишь, как человек напротив начнет превращаться в опасного врага или просто неприятного типа. Перед вами внутригрупповой фаворитизм и его противоположность внегрупповая враждебность. Явления старые, как сам мир. Но с какой стати, спросите вы? С чего я буду менять отношение к человеку только из-за того, что нас случайным образом развели по разным группам? Но ты так и делаешь. Постоянно, хочешь ты этого или нет. Сам посуди. Откуда возникает эта волна дружелюбия, когда узнаешь, что твой новый знакомый, нет, не земляк, даже не коллега, а тезка? На секунду ты увидишь в нем чуть ли не кровного брата, двойника и просто прекрасного человека. Выходит, мы тезки? Сколько стоит за этой фразой? Вы не просто два малознакомых человека, вы принадлежите к одному закрытому обществу Егоров, только членам которого суждено оценить всю красоту и тайный смысл этого имени. Или в новой компании разговор зашел о футболе. И выясняется, что двое топят за «Зенит», а двое за ЦСКА. И снова спрашивается, с какой стати? С какой стати твое отношение к этим людям меняется? Безотчетно, не кардинально, но меняется. И почему в этом парне в синем шарфе ты видишь потерянного брата, а эти двое коней вызывают уже меньше доверия, чем секундой раньше? Как и в эксперименте Тайфеля, критерий разделения максимально произвольный и несущественный. На футбольное предпочтение не влияет ни воспитание, ни социальное положение, ни сфера деятельности. Географическая близость здесь тоже ни при чем. Все четверо чуть ли не с одной улицы. Как правило, выбор фаворитов в спорте обуславливается семейной преемственностью. Дед болел за них, отец болел, а теперь я болею. Ну или вообще откровенным рандомом. Вкусовщина, да и только. Но побоище футбольных фанатов прозрачно намекают, что некоторые принимают эти различия слишком близко к сердцу. Но самое удивительное в том, что готовность делить людей на своих и чужих зашита в наш мозг. Другой социальный психолог Ван Бейвел уже в наше время, вдохновившись работами Тайфеля, решил заглянуть в наш мозг. Он поделил добровольцев на две группы по принципу тщательного рандома. Затем, когда определились свои и чужие, испытуемые отправились на МРТ-аппарат, где принялись созерцать фотографии остальных участников эксперимента. Когда на глаза попадалось лицо кого-то из своих, происходил всплеск активности в амигдале, древней области, которая играет важную роль в социальном взаимодействии и формировании эмоциональных связей. И это при том, что они стали частью группы всего несколько минут назад. Кроме того, Ван Бейвел установил, что при просмотре фотографий участников из своей группы возрастала активность в области мозга, отвечающей за распознавание лиц, а также в префронтальной коре, связанной с эмоциональной составляющей морально-этических оценок. Так что, вот простая примета, по которой ты поймешь, считает ли тебя человек за своего. Достаточно просто посмотреть на его амигдалу. Если при встрече с тобой активность в ней возрастает, все нормально. Ему можно доверять. В другом похожем эксперименте фанаты Red Sox с садистским наслаждением наблюдали, как Янкис, их заклятые враги, огребали от другой команды Orioles. При этом поражение Янкис никак не влияло на успех их любимой команды. Главное, что враги огребают. За это испытуемые неизменно вознаграждались выбросом дофамина. То есть, для обеспечения патриотического экстаза мало, чтобы рядом были свои, еще где-то нужны чужие. И если увеличить масштаб и перенестись из области спортивных противостояний на геополитическую карту, мы столкнемся с феноменом внешнего врага. Или антиидеологии. Это один из фильтров пропаганды в рамках теории масс-медиа Ноама Хомского, согласно которой, коротко говоря, доверять СМИ не стоит. Оказывается, это было понятно еще в 1988 году. Внешний враг – это некая фигура, призванная генерировать чувство тревоги и опасности.
Именно в ее тени индивид ощущает себя маленьким и слабым, и льнет группе, которая способна обеспечить надежность и защиту. А если это будет разделение не просто свой и чужой, а свой и чужой, который соперничает с нами за ограниченные ресурсы, то внутригрупповые связи крепнут сильнее. Допустим, ты проживаешь в мифической стране под названием Яиссор. Включаешь свой информационный экран и... Что такое? Ты ошибся волной? Там то и дело долбят про какую-то республику Аниарку, к которой ты вообще не имеешь никакого отношения, у тебя там даже родственников нет, но твой экран хрипнет о ней с утра до вечера, каждый день, с короткими промежутками на праздники. Да все нормально. Никаких сбоев, просто Аниарку выполняет функцию внешнего врага, о котором нужно беспрестанно напоминать подданным. А как иначе? Если в мире не останется грозных чужих, то на кой ляд ему свои? Чувство тревоги, беззащитности, неустроенности играет колоссальную роль в желании слиться с более крупной идентичностью. А об этом мы говорили на канале Костя Прав, там был разбор популярных аналогий, с которыми люди сравнивают пандемию, ураган, грипп и, самое главное, война. Там же и ответ, почему такие популярные аналогии ошибочны. Чуть ниже будет ссылка в описании. Добавим еще авторитетов к нашей истории внутреннего фаворитизма. Знакомьтесь, Арье Кругланский. Социальный психолог, который изучает мотивы и суждения людей. Он пришел к выводам, которые тебе, ой, как не понравятся. Хотя почему это не понравится? Это же, как обычно, не про тебя. На примере таких стран, как Египет, Пакистан и Индонезия, он обнаружил любопытную корреляцию. Чем меньше индивид доволен собой как личностью, чем больше личных поражений он испытывает, чем слабее уверенность в собственной реальности, тем крепче он отождествляет себя с национальной или религиозной общностью. Иными словами, если ты облажался в личной роли или тебе не повезло, просто прими другую, более могучую и успешную идентичность. Притом группа должна быть непременно успешной, чтобы индивид захотел отождествляться с ней. Иначе какой смысл? Менять роль индивида-неудачника на роль члена клуба неудачников? Широко известен феномен отраженной славы. Серия экспериментов показала, что люди более склонны употреблять местоимение «мы», рассказывая о победе любимой команды. Мы их сделали. Но вот если команда потерпела поражение, то это они продули. А я тут ни при чем. Инвалиды, блять! Слабый ищет сильного, чтобы слиться с ним. И теперь ты не просто Гриша Тапкин, алкоголик и тунеядец, испытывающий вселенскую неопределенность в вопросе, у кого занять до конца месяца, а гражданин сверхдержавы, с которой все вынуждены считаться, и которая, если чё, может повторить. Кстати, о неопределенности. Личные провалы подрывают определенность и уверенность в отношении такого понятия, как «я». Возможно, поэтому жертвами разнообразных сект и радикальных образований становятся люди социально и экономически незащищенные. Часто молодые люди с не до конца сформировавшимся мировоззрением и самовосприятием, не понимающие, кто они такие и куда они идут. Группа даст им готовую, четкую идеологию и место в мире, ответит на все их вопросы. Да и любой человек всю жизнь занимается тем, что категоризирует реальность вокруг себя, разбивая ее на ровные грядки. В противном случае он просто бы захлебнулся в ее многообразии и неоднозначности. Это хорошо, то плохо, это круто, а то, такое себе. Здесь свои, там чужие. И однажды, застолбив себе место в мире, связав себя с определенной группой, он сделает все, чтобы доказать превосходство этой группы и ее позиции, в первую очередь, самому себе. Причина же не только в том, что Кулик хвалит свое болото. Отними у него эту группу, и ты сломаешь всю его картину мира. Он потеряет место в нем, не сможет определить себя, толком ответить на вопрос «А кто я такой?» Вон мой сосед. До сих пор не оправился от развала советов. Говорит, что у него отобрали страну. Но, как ты понимаешь, главное, что у него отобрали, это его же самого. Былую личную идентичность, невозможную в иной среде, кроме как той. Психологи даже придумали специальное название нашей потребности в чувстве определенности в отношении окружающего мира – когнитивная
Закрытие. Что это такое? Вот есть ты, и перед тобой возникает ситуация, к которой тебе нужно как-то относиться. Возможно, это конкретный вопрос, на который ты ищешь ответ. Бывает вопрос простой, и ответ у него однозначный, типа 2 × 2 = 4. Но что если ты сталкиваешься с вопросом, где нельзя ответить «да» или «нет»? Ну, например, кто я такой и зачем я живу? Неоднозначность сама по себе пугает до усрачки и без того слабую психику. Хочется от нее убежать и прийти к конкретным выводам, даже порой нерациональным. Если ты затрудняешься сам найти ответ, возможно, тебе подскажут политические или религиозные доктрины, какими бы абсурдными они ни были. Захочешь и не в такое поверишь. А знаешь, с чем связана главная неопределенность в сознании каждого человека? С его смертностью. Извечный вопрос: зачем все это, если мы умрем? И умрем ли? Ведь сознание даже самого отпетого материалиста тайком рассчитывает на бессмертие. И не верит, что свет для него когда-нибудь погаснет. Групповая идентичность способна снять противоречия бессмысленности наших действий при неизбежном конце. Да, как индивид ты хрупок и смертен, ничего не поделаешь. Зато группа, частью которой ты являешься, останется после тебя. И ты можешь посвятить себя тому, чтобы сделать ее еще более могущественной и неуязвимой. И остаться в памяти соплеменников, растворившись в рядах ее верных служителей. Продлить свой земной срок еще на несколько столетий. По сути, во время патриотического или просто внутригруппового экстаза стираются границы между личным «я» и групповым «я». В этот момент рождается совсем иная сущность, некое над-я, огромное и непобедимое Веном. Больше нет отдельного слабого и беззащитного «я», зато есть мы. Это чувство может усиливаться за счет унифицированного внешнего вида, стирающего личные различия. Вроде фанатской атрибутики или военной формы. Но главным символом растворения личного «я» в море коллективного является, конечно, маска. Она гарантирует полное обезличивание действующего лица, снимает всякую персональную ответственность с его плеч. И можешь быть уверен, когда во время следующего митинга некий космонавт Леха, отец 2 румяных малышей и нежный сын, с наслаждением пройдется тебе по голове дубинкой, не надо его причитать, что за зверей только набирают в органы. Он действовал не от своего лица. Его рукой управлял безличный механизм государственного подавления. Просто все люди делятся на своих и чужих. И в этом эксперименте вы оказались в разных группах. Патриотизм. В адекватных дозах это полезно. Это чувство плеча, объединение во имя общей цели, отлаженное взаимопонимание. Человек – социальное существо, и лучшие его достижения стали возможны благодаря скоординированным действиям. А самые недоступные вершины покорены в порыве преданности друг другу и общему делу. Но если доза будет превышена, ты получишь шовинизм, беспочвенную агрессию, растворение границ между собой и толпой, бездумное следование за большинством. Когда на место твоего сознания приходит сознание коллективное, а тебя выселяют из твоей головы. И если кто-то намеренно взвинчивает градус и увеличивает дозу, расставляя чучело внешних и внутренних врагов, важно вовремя распознать это и не дать сыграть на вшитой тебе в голову программе под названием «внутригрупповой фаворитизм», в широких кругах известный как патриотизм. Человек уже сумел разглядеть многие баги в своей системе.
Многое из того, что помогало нам выживать, сколочено слишком наспех и небрежно, из-за чего имеет страшные побочные эффекты. Ну вот, теперь ты знаешь о багах в твоем программном обеспечении. О том, что привычка делить людей на своих и чужих глубоко укоренилась в мозге, и часто для этого не требуется даже оснований. Что существуют трюки для активизации патриотических и националистических настроений, в том числе совершенно нечистоплотные. Что наибольшую групповую зависимость проявляют уязвимые и неуверенные в себе индивиды. Что групповые убеждения обладают мощнейшим гипнотическим воздействием. Человеку-индивиду кажется, что отказавшись от их убеждений, он отказывается от своего мировоззрения, от своего «я». Ты теперь знаешь это, но что делать с этой информацией? И получится ли хакнуть эту систему? Это уже вопрос к тебе. Только к тебе. И никто за тебя на него не ответит. Не забудь отправить это видео своему другу. Возможно, вы вместе найдете ответ на этот вопрос. Так сказать, группой. Этот выпуск выполнен на основе эссе Чепцова Дениса. Да, того, что был в начале выпуска. Так что предлагаю залететь на его канал. Там как раз вышло видео о пропаганде. Хоть ленту свою разбавишь качественным андерграундом. А на этой ноте мы выражаем искреннюю благодарность поддержаторам на Патреоне и напоминаем, что вы всегда можете прекратить поддержку. Наша благодарность от этого не изменится. Спасибо за то, что вы с нами, гэпники, герои, консулы, верховные магистры и иллюминаты нашего ордена. Давид Большов, Семечко 2013 и Александр Гришканич. Пусть вас не сожрет внутригрупповой фаворитизм, а рядом будут верные друзья, допускающие иные точки зрения. Увидимся на следующей встрече. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.